В конце прошлого года сразу два гиганта Perplexity и OpenAI выпустили свои AI-браузеры. И это, конечно, подавалось как прорыв. Про Comet на нашем канале было. Справедливо было бы показать и Atlas. Правда, он был доступен только для macOS, и я хотел дождаться, пока он появится и для других платформ. Но не дождался. Сразу скажу, я хотел найти для себя хотя бы одну причину, чтобы перейти на него. Спойлер, не нашел. Но давайте объективно посмотрим на плюсы и минусы. Atlas — это веб-браузер от OpenAI, выпущенный 21 октября 2025 года. Идея простая. ChatGPT встроен прямо в браузер, работает как ваш персональный ассистент на каждой странице. Главное обещание — умная боковая панель с ChatGPT для работы с любым сайтом. Режим агента. ИИ может сам кликать, заполнять формы, делать покупки. Память браузера. Запоминает все, что вы делали в интернете. Полная интеграция с экосистемой ChatGPT. Скажу честно, мне нравится ChatGPT, если понимать, для каких задач его использовать. Поэтому мне было интересно посмотреть Atlas в деле, особенно в сравнении с Comet от Perplexity, обзор на который выходил у нас на канале не так давно. Ссылка будет в описании. Но выбор браузера — это очень индивидуальная штука. Тут либо вопрос приватности и безопасности, либо личного комфорта. Идеально, когда находишь золотую середину. Сразу понятно, что AI-браузер — это не про приватность, а про функциональность. Поэтому изначально его можно рассматривать именно с этой точки зрения. Скачиваем и устанавливаем. И вот тут сказать, что я был обескуражен, ничего не сказать. Сразу после установки он попросил войти через аккаунт в ChatGPT. Без этого пользоваться не получится. Можно создать новый или войти в существующий. Что далее? Переехать с другого браузера. Логично. Память браузера. Получается, ChatGPT будет запоминать, на какие сайты вы переходили, и можно будет задать ему вопрос из серии «А напомни, где я вчера читал про поиски Атлантиды». Та самая умная боковая панель и еще разные функции. Соглашаемся или нет. И вот такой финальный шаг. Нет, я, конечно, понимаю, что все мои ходы в ChatGPT записаны, но так радостно об этом напоминать. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поддержите, пожалуйста, нас лайком, подпишитесь на канал и включите уведомления. Это реально помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. И да, у нас появилось спонсорство. Если хотите поддержать наш проект, можете присоединиться. Мы будем очень благодарны. Ладно, готово. Такое вот главное меню. Все минималистично, привычный нам чат. Слева, как и положено, вся ваша история взаимодействия. Того аккаунта, который я подключил. Основное меню. Здесь я не буду подробно останавливаться, потому что все это то же самое, что и ChatGPT. С одной поправкой. Добавлены функции «Включить память браузера» и «Поиск по вкладкам». Тогда он пойдет искать по открытым вами вкладкам. Настройка — тоже особо ничего интересного. Подсветить хотел бы два момента. Первый. Сделан браузер на движке Chromium. Да, с оговорками о собственной архитектуре, которая якобы быстрее и надежнее. Но если зайти в расширение, то все прекрасное и не очень, что есть в продукте от Google, доступно и здесь. Еще на что хочу обратить внимание. Поисковая машина. По умолчанию стоит авто, но по факту можно выбрать ChatGPT или Google. Ну что ж, давайте потестим пока на каком-нибудь запросе. Отчет по климату. Очень интересно. И это что? Google? Да, это Google. В умном браузере от OpenAI. А все потому, что в режиме по умолчанию, когда набираете запрос, то можно выбрать, где посмотреть результаты. В Google или в ChatGPT. Зачем? Наверное, это кому-нибудь нужно. Выдача в ChatGPT построена по принципу Google. Вверху и чат, и картинка, и видео. Должен же браузер этот быть умным. Попрошу его самого открыть в новой вкладке. Открыл, но что-то пошло не так. Ладно, пойдем по старинке вручную. Вот тут появляется та самая умная боковая панель, где уже есть выжимка основного на странице. Но можно и попросить сделать это. Надпись о лимите пусть не смущает, аккаунт бесплатный, я до скринкаста тестил, но все равно маловато, конечно. Про курсор что-то писали. Выделяем текст, и вот автоматически отсюда ничего не вышло. Но внизу в окошке чата сохранился именно выбранный текст. Уточним, что же за явление такое. Спасибо. Также со страницей можно работать разными способами. Например, перевести какую-то фразу. Или ее всю, но тогда результат выдастся текстом в умной панели. Посмотрим, как он работает с разными вкладками. Попросим его найти несколько сайтов и открыть каждый в отдельной вкладке. С первого раза не открыл, но после настойчивой просьбы вышло.
Только вот в процессе почему-то все время выкидывало из аккаунта. Может, это какой-то мой глюк, я без понятия. Ну а потом я попросил на основе открытых вкладок сделать табличку и сохранить ее отдельным файлом. Предложил разные форматы и сохранил. Здесь вопросов нет. Следующий тест, понимает ли видео с YouTube. Открываем видео, запускаем умную панель. Здесь сразу есть готовые команды, что нужно сделать. Можно даже не писать промпт. Ага, только выдача на английском получилась. Но это не проблема. Прошу показать по-русски. Буду объективным, выходит структурированно и адекватно. И финальный тест. Прошу найти видео, открыть его на определенном моменте. Тут сложно, но какое-то видео он нашел и даже открыл. Правда, не на тех словах, что нужно. Увы. Ну и теперь функции ИИ-агента. Это же то, чем принципиально отличаются AI-браузеры. Забронировать столик в ресторане, почистить почту от спама, в общем, выполнить какую-то работу за тебя. Но в бесплатной подписке он просто недоступен. Этим могут насладиться только счастливые обладатели платных подписок на ChatGPT. Стоимость, напомню, от $23, и можно было бы попробовать, но есть нюанс – безопасность. По сути, чтобы агент полноценно выполнял за вас работу, вы должны предоставить ему доступы ко всем своим аккаунтам, в том числе и платежным. Уже сомнительно. И второе, по-прежнему остается актуальная проблема промпт-инъекций. Это когда злоумышленники прячут на сайтах скрытые команды для агента, и в итоге он может делиться с ними данными и много чего еще. Новинка от OpenAI звучит интересно. Но если посмотреть ближе, я так и не понял, зачем она нужна, если есть обычный Google Chrome с функцией AI и ChatGPT отдельно. Да, удобная боковая панель, чтобы сразу задавать вопросы по открытой странице. Но лично мое мнение, с поиском информации Perplexity справляется лучше. Возможно, это только начало, и дальше будет безопаснее и интереснее. Кто знает. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.